Всем привет! Сегодня на повестке Дни Сакамото. Новое аниме, которое уже успело не сильно, но чуть пошуметь. Так как это ангоинг, это будет первый взгляд на аниме, а не полноценный обзор. Поскольку за последующие полсезона мнение может кардинально измениться. Погнали! Я все думал, с чего бы начать, и надумал. Дни Сакамото — свежий глоток воздуха среди типичных аниме-сериалов. Да, я понимаю, что комедийный жанр не претендует на сверхрезультаты по оценкам, потому что найдутся немало людей, которым такой юмор может просто не зайти. Но все же, я оценил сумбурность и самобытность этого произведения. Шутки и юмористические сценки действительно сделаны со вкусом. Да и аниме в целом. Здесь есть множество вкраплений отсылок на поп-культуру, которые смотрятся гармонично и вклиниваются в сюжет и сцены, не выбиваются из общего антуража. Это крайне цепляет. В том числе из-за того, что ты чувствуешь причастность к происходящему. Видишь отсылку и думаешь про себя: о, так это из Mortal Kombat, или о, так это из Пьяного Мастера. Можно еще упомянуть то, что это аниме как будто заимствует хорошие моменты из легендарных предшественников. Так, например, отдаленно мне оно напоминает Гинтаму с ее сумбурностью и крайне быстрым повествованием. Ну и нельзя упомянуть крайнюю схожесть с тайтлом «Путь домохозяин». Я не удивлюсь, если Юто Судзуки, автор Дни Сакамото, вдохновлялся именно этим тайтлом. Схожесть темпа повествования, шутки, сумбурность, даже идея одна и та же. Но это не делает Дни Сакамото плохим аниме. Наоборот, нам не хватает именно такой встряски в виде шуток, связанных с убийствами, криминалом, семейной жизнью, ну и, конечно, имбо-женой. Что ж, хотелось бы пару слов и о главном герое. Сакамото мужик. Вот реально, с полным уважением, он реальный мужик. Да, многие могут сказать, что он подкаблучник, но я парирую это тем, что сверх нормы в плане отношений он не делал. Наоборот, бросить работу наемного киллера ради стабильности и выстраивания крепкой семьи — это поступок достойного человека, у которого понятие устоявшихся ценностей является в приоритете. Немножко задушнил, но именно это делает из Сакамото, на первый взгляд, юмористического персонажа, именно тем примером, которому можно подражать. Также не могу не упомянуть о его спокойствии и хладнокровности. Хоть он и вышел на пенсию, но опыт киллера дает о себе знать. Это также подкупает в нем. И, конечно же, внешность. Мы привыкли видеть главных героев то ли качков, то ли красавчиков, ну или слабеньких нерях. Нет, тут все иначе. Пухлый Сакамото ломает шаблон. При его габаритах и внешности он показывает сверхчеловеческие физпоказатели, что тоже влияет положительно на восприятие картин. Ну что ж, о том поговорили, о сём можно, пожалуй, приступить к выводам. Дни Сакамото хоть и не единственное в своем роде аниме. Есть как аналоги, как и похожие аниме и манги, но все равно чувствуется по-новому. Отличное сочетание юмора, отсылок и сюжета создает картину, на которую и смешно, и приятно смотреть. Да, это не тайтл с глубокими сюжетами и неожиданными поворотами. Каждая серия схожа с предыдущей, но это скорее не минус, а плюс. С этим тайтлом можно отдохнуть от серьезных и глубоких произведений, посмеяться и скрасить вечер, особенно с близкими. Я, например, смотрел это аниме с братом. Мы разрывались по несколько раз на серии. Это действительно было классно. Пора бы подводить итог. Пока что ставлю 8 из 10. Ждем выхода всего сезона. Уже тогда сделаем полный обзор и поставим окончательную оценку. А пока всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. Также хотелось бы сказать огромное спасибо за активность на предыдущих роликах. Мне дико приятно, что вы ставите лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал. Как для начинающего ютубера, это большая мотивация продолжать дальше. Особенно после войны авторских прав с ютубом. Первый ролик про соло-левелинг я перезаливал аж 10 раз, пока не сделал кое-какую рамку, с которой YouTube все же пропустил видос. Но вроде как я пристроил срезы так, чтобы у YouTube претензий не было. Так что еще раз спасибо, жду вас на следующих видео.